Привет, друзья! Сегодня у меня распаковка небольшая. Сейчас я распакую, все разложу, покажу вам, что я получила. Сейчас покажу вам, какие бусины я заказала разных цветов. Вот, смотрите, пакеты какие классные у них. И по одной позиции в пакетике, по одной ниточке. Потому что есть такие производители. Вот отрезаем. А здесь zip-пакет такой. Можно даже в них хранить, вот как они открываются. И удобно, что они немного тут рассыпались. Нитка рассыпалась. Леска, наверное, оторвалась. То, что удобно по одной нитке в одном пакете. Есть производитель, который кладет несколько нитей в один пакет. И потом они друг об друга трутся. И вся вот эта краска, которую покрывают они, наверное, я не знаю, покрывают же, наверное, блеск вот этот, все трется, как у меня уже приходило, все потертость была. А здесь удобно, что они по одной позиции, по одной ниточке вот в такой пакет кладут. Очень хорошо, что по одной нитке. Мне это нравится. Они хорошего качества. Один в один все. И целенькие. Так, сейчас открою. Вот такой цвет красивый. Здесь 8 миллиметров и 4. Да, конечно, на камеру другой цвет. Немножко темнее. Такой розово-фиолетовый цвет. Бусины хорошего качества, такие рондели. И здесь тоже один в один прям все. И покрытия хорошие, переливаются. Очень здорово. И вот такой цвет. А здесь он как покрыт разными, переливается разными оттенками. Ну, как бензиновый оттенок такой. Это тоже 4 миллиметра. Рассыпалась тоже. Ниточка рассыпалась, очень жаль. Но ничего. Сейчас все буду перекладывать в баночки. И вот такой цвет. Он тоже не передает. Это цвет мятный. А здесь он, наверное, голубоватый немного. И цвет розовый. Это вулканическая лава. Но они покрыты краской. Даже вот леска здесь, конец вот этот вот покрыт краской. Они, видно, уже с леской красят. Нанизывают и красят уже нитями, а не отдельно бусинами. Я не знаю, я первый раз взяла такие. Я вот намочила ватку. Я не знаю, как это будет держаться. Хотя вот, смотрите, не красится ничего. Покрытие стойкое. Да, не красится. Это хорошо уже. Радует. Мне нужен такой цвет мятный. Классные бусины. Это 8 миллиметров. 8, да. Вот 0,8. Здесь все написано. И розовый цвет тоже мне нужен. У меня будет один проект. Буду делать колье-трансформер. И мне нужен вот такой цвет. Красивый. Так что ждите. Будет видео на вот такой колье-трансформер. 2 цветов. Ну, а бусины мне все понравились. Ну вот, помимо бусин, еще заказала немного вот такой красоты. Под золото все. Сейчас соберу. И крошки. Крошки под бирюзу. Под бирюзу я уже заказывала, но 3-5 миллиметров. А это немножко больше. Это 7, наверное, 8 миллиметров. Под бирюзу крошка такая. Ниточки. Не знаю, сколько тут сантиметров. Наверное, сантиметров 40 идет ниточка. Поэтому я еще заказала. Мне
нужно будет. Что-то заканчивается, я всегда подкупаю. А это, я так понимаю, что это ракушка. Ракушка крашеная в такой синий бирюзовый цвет. Тоже маленькие такие сколы. Хорошо будет на браслетик, я хотела сделать с синими бусинами. И такая же крошка, только это под коралл, но это тоже ракушка, как я понимаю. Но они побольше, чем эти, покрупнее немножко, но такие прям гладенькие, хорошие, ровненькие. У меня есть коралловые бусины, и хорошее будет у меня украшение. Из крошки сделаю. Это на пины все собирать надо. И кварц. Вот такой кварц. Черный. Написано кварц. Но такое ощущение, что как будто какое-то стекло. Тут белые, черные, серые, дымчатые. Ну вот. Попробую что-то сделать из них. Обязательно. И это в одном магазине я брала. Извините. Вот это я уже такую нитку покупала. Это гранат. Маленький-маленький. Мелкий очень. Но весь такой красивый, ровненький. Я уже делала с граната украшения. Я покупала такую нить. Она очень длинная. Вот смотрите, она у меня. Я сейчас могу даже померить. 86 сантиметров нить это. Она очень длинная. Удобно. Здесь много. Тяжеленькая такая. Видите, они на какую розовую нить собирают, чтобы был цвет красивый внутри. Видно, что там розовая нить. И цвет становится немного поярче. Но когда снимаешь эту розовую нить, они не такие. Но все равно красиво в украшениях. Я когда делала на пины, очень красиво смотрится. Можно с медной фурнитурой, как я делала. Можно даже с золотой. Но и золотой, я думаю, не очень будет. С бронзой красиво будет. Ну, кто как хочет. Но нить хорошая. Советую такую нить купить и сделать украшения. Потому что они все такие, ну, хоть и мелкие, но они все ровненькие. И такие приятные, вот приятные к руке. Очень приятно. Мне нравится эта нить. Как раз была распродажа, я и купила. Думаю, почему бы нет. Сделаю еще украшения. И вот такие ягодные бусины, но это стекло. Мне захотелось именно красных. У меня таких не было бусины. Ягодные, такие красивые, прозрачные, как ягодки. И два размера. Это 6, это 8. Такие нитки небольшие, но зато цвет мне понравился. Конечно, у меня поярче на телефоне, а так они немного прям красные, такие красные. Сделать ягодное украшение будет очень здорово. Для этого я брала их. Вот. Так, это откладываем. И немного фурнитуры под золото я взяла, под такое золото античное, немного почерненное. Такие вот детальки, как коннекторы. Я думала их на браслетик. Они такие твердые, не сгинаются, хорошее качество. Не помню, две шло в упаковке, или я 2 заказала. Я ссылки обязательно оставлю, посмотрю и все вам оставлю. Очень, очень хорошие. Можно и в колье, а можно и серьги сделать. Здесь
какие-нибудь камушки прицепить снизу. И на швензу будут красивые серьги. А можно и браслетик сделать. А можно и в колье. Ну, кто куда хочет, можно применить. Хорошее качество. Вот такая застежка. Я брала ее, думала сделать на браслет. И здесь такой крючочек. Он гнется. Можно его загинать. Но подумала, что на браслет не очень будет удобно застегивать такую застежку. Много отогнуть, и она тогда хорошо. А если вот на колье будет в самый раз. Здесь есть дырочка. Вот здесь. И колье можно в колье применить. Очень классная застежка, такая ровненькая. Нигде не шершавая, прям сделана идеально. И, наверное, колье я сделаю с такой застежкой. Она по одному продается, по-моему, по одной штуке. Вот такие шапочки, концевики. У меня были такие концевики, но они немножко другой рисунок. А здесь я взяла тоже другой рисунок. Сейчас я... Вот такой рисуночек. И тоже смотрится здорово. Можно и в конце одевать. Я такие в конце одеваю. Ну, можно где-то, наверное, и пропустить. Шнур у меня хорошо туда заходит. Я делала какое-то украшение со шнуром. У меня были такие. Только немного почернение другое и рисуночек. А так хорошие, очень хорошие. Качество хорошее. Их 20 штучек. Здесь написано 20 штук в упаковке. И цепочку я вот такую купила. Здесь, боже мой, много метров, я не знаю. 4 или 5 метров. Вот точно не знаю. Тут они так пишут. Не знаю, это 4 метра или нет. 4К. Это цепь такая не должна чернеть. Я точно не знаю. Я ее первый раз купила. Буду делать, хочу делать, что я хочу делать? Что-то хочу делать из нее. Наверное, колье можно куда-то пустить, но она тонкая, но можно ее в несколько рядов пустить. На браслет будет здорово. Можно между бусин пропускать, как проставочную. Цепочка такая достаточно приличная. Хоть она и тоненькая, но здесь много вот. 4 или 5 метров по-нашему. Мерить я не мерила ее, но нравится она мне. Можно и цепочку сделать, карабинчик поставить, и будет у вас цепочка под золото. Вот такие покупочки у меня были. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления. Ну, еще жду посылочки, будут еще распаковки. До скорых встреч, всем пока!